Джулия, здравствуй. Добрый день, Геннадий. Дорогие путешественники во времени и исследователи неизведанного. Добро пожаловать на сеанс исследования, где в качестве инструмента мы используем регрессивный гипноз. Сегодня мы вместе приоткроем некоторые забытые тайны истории. Если вы чувствуете, что ваша энергия нуждается в глубокой перезагрузке, знайте, что мы можем предложить вам персонализированные услуги по энергетической и эзотерической чистке, как посредством онлайн-сеансов, так и посредством фотографий. Сегодня Джулия войдет в состояние глубокого гипноза, не зная предмета исследования. Я решу, куда мы пойдем, и она узнает все в режиме реального времени. Итак, расслабьтесь и приготовьтесь к трансцендентному путешествию. Желаем вам захватывающего просмотра. Джулия, предоставь своему телу самое удобное положение и расслабляйся. Теперь на счете 3 перед нами мы приглашаем Долорес Кеннон. 1, 2, 3. Да, есть, улыбается. Как ты ее видишь? Как она выглядит? Она немножко моложе, чем на видео, как я ее видела. И Она красивее, где-то... наверное. Она очень красивая всегда. Красота идет изнутри, а не снаружи. Она улыбается, а вокруг ее золотистый свет идет. Ты мне позволишь задать несколько вопросов? С удовольствием. Хорошо, на счете 3 расслабься и позволишь мне, да? 1. Она... Я вот на нее смотрю, она очень расположена доброжелательно, и от нее идет светлое материнское тепло, матери, которой хочется прижаться. Хотя ее не знаешь, но вот идет тепло женское. Хорошо, я ее чувствую. На счете 3 оставляешь меня с ней. 1, 2, 3. Долорес, приветствую тебя и призываю твою мудрость. Да какая там мудрость. Я тоже тебя приветствую. Ты позволишь мне задать тебе несколько вопросов? Конечно. Благодарю тебя. Что является самым важным для меня понять о твоем методе именно сейчас, в этот момент? Не очень-то понимаю твой вопрос. Я использую твой метод, и для меня важно твое мнение. Как я могу его улучшить? Как я могу больше узнать? И, конечно, это вопрос задан тебе, как одной из тех, кто является родоначальником этого метода. И я могу тебе предложить слушать свое сердце, так как всю информацию, которую я передала, каждый человек слушает и понимает иначе, обращает внимание
на те аспекты, которые самые важные этой душе на том данном моменте. Если ты заметил, что тот же самый ролик ты можешь просмотреть 3 раза, 4 раза, и ты будешь принимать разную информацию каждый раз. То есть в каждом ролике изложена информация на разных вибрациях, и каждый слушает то, на какой вибрации он находится. Чем ниже человек по вибрациям, он считывает то, что ему легче понять. Чем вибрации выше, он может считать даже то, что я не проговорила. Это все зависит от развития души каждого человека и от его эмоций на тот данный момент. А одной рекомендации нигде никогда не будет, потому что каждая душа разная, и каждый приходит со своим личным опытом. И если я дам совет один, он не будет применяться стопроцентно для другой души. Так что каждый выбирает по своим вибрациям и по своим интересам. В чем заключаются ключевые отличия твоего подхода к подсознанию от других? Может быть, я немножко мягче все рассказываю. Я передаю это через фильтр женственности. Мужчины, они больше лаконичны, они больше про факты. А я иду вглубь через чувства, через ощущения. И это мой подход. Но никто не может сказать, что мой подход лучше или хуже. Это как булочки в магазине. Много разных сортов, а ты выбираешь ту, которая подходит тебе и которую ты захотел на данный момент. Но это не значит, что другие булочки менее вкуснее. Как мне научиться слышать разницу между голосом эго и голосом истинного подсознания? Голос эго, он всегда осуждает. Он ищет разницу. Он ищет разъединение. Голос твоего сердца, он соединяет. Он никогда не ищет слабости, он никогда не ищет неверного ответа. Сердце принимает все так, как есть, как должное. А ум, а ум, он ограничен. Он ставит все в рамки. А у сердца все безгранично. И если ты хочешь что-то делать, сам попробуй. Включи ум
и ты почувствуешь, что твой ответ и твое решение, оно сухое, оно лаконичное, оно непоколебимое. Тот же самый вопрос задай своему сердцу, и ты почувствуешь, как ответ раскрывается. Какой ответ бы ты ни принял, как бы ты ни придумал поступать, ты будешь принимать это все как должное, через принятие, без осуждений, просто как одну из возможностей, которые ты можешь пройти как опыт. Ум, он требует, сердце, оно принимает. Ум всегда ставит под сомнение то, что сказала сердце. Ну, а тут и есть твой опыт и твоя задача. Попросить ум пойти поспать, а сердце поработать. Когда ум спит, тогда сердце работает. Когда ум работает, тогда сердце спит. Они вдвоем чаще всего не ладят. Они друг другу мешают. Ну Так как, они и договариваются. ну как-то можно их подружить, чтобы они вместе работали? Конечно, все возможно. Все, что тебе приходит в твою голову и с чем твое сердце соглашается, пробуй, проходи этот опыт. Это очень интересно. Что такое хроники Акаши или банк информации на самом деле? И как получить к нему самый чистый доступ? А это то и есть, это есть облачко, в котором есть все обо всем и всегда. Какую информацию ты будешь считывать и какую информацию ты получишь, опять-таки зависит от твоих внутренних возможностей и от твоих вибраций. Если ты зайдешь в хроники Акаши, как новичок, который еще очень мало понимает про тонкие мира, который осознает себя очень могущественным, который воюет с тьмой и представляет из себя только свет, ты не сможешь подняться выше. Ты будешь ходить по сараям. Ты будешь получать информацию, ты будешь просматривать какие-то возможности, но они будут искаженные. Это будет не вся правда. Чем больше ты будешь развиваться, чем больше ты будешь открывать свое сердце, закрывать ум, чем больше информации ты будешь получать от своих учителей высших, от своего высшего Я, от Творца настоящего небесного, тем твои возможности будут расширяться, и ты сможешь уже подниматься на высшие этажи хроник Акаши. И твоя информация, которую ты будешь получать, будет все чище и все справедливее. Это зависит только от твоего внутреннего развития. Это не значит, что первоклашка, который пришел в хроники Акаши, он хуже, чем тот, который прошел много лет университетов. Только у каждого свой путь, и каждый проходит его
свое время, он проходит так, как ему легче и как его душа выбрала. Нету правильно, нету неправильно. Но хроники Акаши — это не один этаж на земных пониманиях. Это тысячи этажей, которых ты поднимаешься в зависимости от своего уровня развития, от того, как высоко ты смог поднять свои вибрации. Почему состояние сверхсознания так важно для исцеления? Когда твое сознание закрыто, когда ты только думаешь о том, что состоишь из кучи костей, кожи, мяса, у тебя закрыто все, кроме физики. Ты только чувствуешь то, что ты можешь почувствовать. Твои ощущения, они на уровне животного. Когда душа начинает просыпаться, а это может быть прочитанная книга, услышанное слово или какой-то разговор, он как маленькая кнопка включает тебе пуск, и что-то внутри тебя раскрывается. И ты начинаешь понимать, что то, что внутри тебя, это только маленькая частица всего того, что вокруг тебя находится. Вот отсюда начинается большая дорога. И чем больше ты начинаешь думать о том, зачем я сюда пришел, а что за гранью того, что я знаю, а есть жизнь после смерти, а почему я болею, а почему мой любимый ушел из этой жизни, у тебя очень много вопросов возникает. И для того, чтобы ответы получить, твоя душа начинает искать выходы. Это похоже так, как в темном туннеле ты пытаешься ощупать дверцы. Ты просто идешь и ищешь хоть что-то, за что ты можешь зацепиться и открыть дверцы в свет. И так вот ты идешь и открываешь одно дверце, другое дверце, третье. И ты вспоминаешь. Ты начинаешь вспоминать то, что у тебя уже есть. Оно только было закрыто. Закрыто для лучших времен, для того, чтобы ты смог осознать больше, что ты смог прочувствовать больше и найти ответы на все свои вопросы. Тогда, тогда ты осознаешь, что твое тело — это маленькая частица всего того, что находится вокруг тебя. То, чего ты не можешь увидеть, того, что ты не можешь пощупать. Ты можешь это только почувствовать. Почувствовать через свое сердце, почувствовать внутри себя. И это ощущение, которое ты не хочешь больше забыть. Когда ты начинаешь соединяться с тем высшим разумом, который тебя зовет,
ты начинаешь излечиться. Ты начинаешь понимать, что все твои проблемы, все твои тревоги, неудачи были только для того, чтобы ты вышел на эту дорогу. Вышел туда, где есть истинное ты. Там ты осознаешь, что тело — это только инструмент для того, чтобы познать эту жизнь, почувствовать ее вкус, почувствовать, что такое радость и горе, не бояться ни одного, ни другого. Это просто опыт твоей души. И очень часто человек начинает исцеляться, потому что те программы, которые были записаны о спящего человека родителями, родовые программы, школа, социум, это все для того, чтобы душа спала, чтобы ты мучился, для того, чтобы ты вырабатывал энергию, которой питается разные сущности вокруг. И они тобой питаются только до тех пор, пока ты не начинаешь осознавать и брать ответственность за свои мысли, за свои чувства и полностью за свою жизнь. Какова главная цель регрессии? Узнать прошлое или изменить будущее? Нету прошлого, нету будущего, есть только ты здесь и сейчас. Все, что делается в регрессиях, все, что мы делали и что вы будете делать, это только для того, чтобы жизнь твоя улучшилась на сегодняшний день. Потому что вчера это как облачко, которое прошло. Будущего его никогда нету, потому что мы всегда находимся в настоящем. Это все рассчитано на то, что исцеляет свое прошлое, исцеляя свои прошлые реинкарнации, отвязывая кармические узлы. Они очень часто влияют на наши отношения здесь и сейчас с нашими родителями, с мамой, папой, с коллегами, с любимыми, с детьми. Очень интересно увидеть, что это все тянется из прошлых воплощений. То время ты кого-то обижал, это время тебя обижает. И это все только для того, чтобы ты осознал, что все можно излечить и исправить именно здесь и сейчас. Исправить свои отношения, исправить свое здоровье через то, когда ты развязываешь кармические узлы, когда ты просишь прощения у тех, кого ты обидел, и прощаешь сам себя за те происшествия, которые произошли в твоей жизни. Ты научишься полюбить себя, а это очень важно. Это самое-самое важное. Научиться любить себя. Тогда ты можешь любить и своего ребенка, и своего родного. Все начинается с тебя самого, здесь и сейчас. И регрессия в этом очень помогает. И я это очень часто проговаривала и рассказывала много историй.
Я уверена, что ты тоже имеешь очень много разных историй о том, как регрессии помогли и сколько людей поменяли свою жизнь ради себя, ради своих любимых, благодаря регрессии. Что является главным условием для абсолютного безопасного путешествия для души клиента? Опасность– это определение, которое мы знаем на физике. Можно порезать палец, можно сломать руку. На тонком плане таких опасностей нету. Твое высшее я, твои кураторы и учителя, они не позволят тебе пойти туда, где может твоя душа пострадать. Мы часто думаем о тех черных силах, темных силах, которые нам мешают, но мы очень редко вспоминаем о тех, которые нам помогают. Вы никогда не пойдете туда, где вы можете пострадать. Ваша физика, ваши ангелы-хранители, так можно их назвать, они никогда не позволят вам попасть в такую ситуацию, чтобы ваше тело или душа пострадала. Таких случаев Такие случаи бывают, если проводник будет вас вести не по хорошим намерениям. Я имела такой опыт, но самое худшее, что могло случиться, это понос, говори. Несколько дней. Но больше сказать, что кто-то может умереть, нет, такого никогда не бывает. Нужно Ваша всегда, высшая суть, она всегда вас оберегает. Ваша высшая суть, она оберегает. Вы не уйдете никуда раньше своего времени. нужно удержать мысль в чистоте, в высоких вибрациях и не допускать низких вибраций. Тогда, наверное, не получится. Я могу только сказать одно, что к разным учителям, э, неправильно сказала, не учителям, к разным гипнологам приходят определенные люди. Человек не придет к тебе, если его душа не договорилась с твоей душой заранее, что ты ему поможешь. Это по Нет, созвучию, да? абсолютно правильно. Вибрации созвучия и договор из прошлых воплощений. Если ты с душой договорился, что ты поможешь ей проснуться, она к тебе придет. Если
она ищет свою другую душу, которая должна ее пробудить, она найдет кого-то другого. Случайности в этой жизни не бывает. Мы не встречаем людей просто так. Каждый из человек, из людей, которых мы встречаем, приходит для определенного опыта и приходит именно к тебе за этим опытом. Как мне лучше всего подготовить свое сознание для проведения глубоких сеансов? Самое главное– это открыть сердце. Бескорыстие. Если ты делаешь эту работу с открытым сердцем, не для того, чтобы кто-то нажал пальчик вверх, не для того, чтобы кто-то сказал, какой ты крутой, не для того, чтобы подпитать свою гордыню, а для того, чтобы насладиться этим ощущением, что еще одна душа стала счастливее. Ты сделал этот мир немножко чище и красивее. Это не гордыня и не тщеславие. Это просто любовь. Если у тебя такие чувства, ты не сможешь кому-то повредить. Ты не можешь сделать кому-то плохо. Это как физика. Каждый притягивает к себе то, на какой вибрации они вибрируют. И тебе подтягиваются те, кто прочувствует твои вибрации, и которым твои вибрации будут созвучны. Делать что-то специально– это значит, что напрягаться. А в этом нету никакого, нету, тебе не надо это. Ты просто расслабляешься и доверяешь себе и той душе, которая к тебе собирается прийти за помощью. Это абсолютное доверие друг к другу и к своему высшему Я. Какой самый элегантный способ задать вопрос, чтобы получить исчерпывающий ответ от подсознания? Изначально надо подняться как бы можно выше по вибрации. Это вы всегда и делаете. Второе, не все вопросы может быть отвечены. Иногда человек должен сам найти этот вопрос. Это как бы, я сказала, такой пример. Когда ребенок маленький, ты кашку делаешь очень-очень мягкой, потому что у них нет зубов. Также и с человеком. Не надо делать ответы такими, чтобы ему не надо было их жевать, чтобы они только проглачивали. Это слишком легко. Часто ответы должны прийти к человеку сами. Он должен сам найти этот ответ. Участвовать. Абсолютно участвовать и принимать решения в своей жизни. А то очень часто получается так. Я плачу деньги, а ты мне дай таблетку. Я делать ничего не буду, ты за меня поделай. Я к тебе буду приходить каждый месяц, чтобы ты меня почистил и
поднял вибрации. Я же тебе плачу, а сам я делать ничего не буду. Я буду жить абсолютно так, как жил прежде, потому что меня это устраивает. А результат я хочу хороший. Я хочу, чтобы у меня была любовь, понимание, деньги и здоровье. Но для этого я сам делать ничего не буду и свою жизнь менять не буду. В таком случае неважно, что ты будешь делать, неважно, как ты будешь проводить свою работу, неважно, с какими силами ты будешь соединяться и какие ответы ты будешь получать. Если сам человек делает абсолютно ноль, абсолютный ноль у него и будет. От тебя это мало зависит. Ты только показываешь дорогу, но сам человек проходит эту дорогу с начала до конца. Ты можешь только ему дать палочку, чтобы он прошел и, и дать кусок хлебушка. Но все остальное проходится. Можно ли брать плату за проведение сеанса исцеления? Этот вопрос мучил меня всегда, потому что изначально я думала, что мои знания пришли от моего высшего я. Они пришли не изнутри, а вот оттуда, от света. И нашли отголосок внутри меня, и я стала общаться и слышать, и видеть то, что многие не могли. И мне казалось, что брать оплату за то, что как бы мне не принадлежит, это кощунство. Это как непринятие дара от самого Творца. И я изначально так и делала. Все с открытой душой, все от любви. И знаешь, что получилось? Ко мне начали стянуться паразиты. Я им помогала как могла. Они начали меня упрекать в том, что я им мало сделала, что я недостаточно сделала, а я могла сделать еще что-то. Человек, когда он понимает, какую работу я сделаю, сколько энергии я трачу, когда он осознает, что есть энергообмен, ты получаешь и ты даешь. Ты даешь и ты получаешь. Это как стакан. Мы переливаем из стакана друг другу, и он никогда не будет слишком полный, и он никогда не будет пустой. Когда ты только даешь и не получаешь, твой стакан будет пустой. И очень скоро тебе не будет что давать. То, что у тебя было, оно отнимется. Двери, которые были открыты, они закроются. А тот человек, которому ты пытался помочь бесплатно, он про тебя даже и забудет. Он пойдет искать другого, который даст ему бесплатно. А он сам возьмет трижды цену от своего брата, потому что он свою работу оценивает. Он оценивает по полной. Так что
Человек, который не хочет платить, ему эта помощь никогда и не поможет. Человек, который понимает энергообмен, он даже спрашивать об этом не будет. У него есть достоинство и понятие, что каждая работа должна быть оплачена. Энергообмен должен состояться для того, чтобы стакан никогда не был слишком полным или пустым. Как определить величину для баланса? Есть какие-то критерии А ты сам оценки? себя спроси, сколько я оцениваю свою работу. Иногда бывает ситуация, что ты понимаешь, что ты не можешь взять всю цену, которую ты берешь каждый раз. Ты слушай свое сердце, не ум, который хочет кого-то пожалеть и стать эгоистом. Я лучше тебя, я тебя пожалею. Нет, слушай сердце. Я знаю, дорогая, что тебе тяжело. У тебя все будет хорошо. Ты придешь опять и отдашь мне все, что ты мне должна. Но цену определяешь только ты сам. Сколько ты оцениваешь свою работу, столько тебе платить и будет. Если ты чувствуешь, что твоя работа бесценная, все вокруг будут думать, что твоя работа бесценная. Если ты будешь думать и чувствовать, что ты делаешь благое дело, и ты помогаешь душе, не только телу, ты помогаешь душе, ты будешь получать столько, сколько ты помогаешь. Это вирус, вирусная программа, которую запустили те, которые берут полными ладонями. Они за каждую щеку ложат и еще полные карманы набивает. Вот эти всегда говорит про то, что брать нехорошо. У них. Эти у них абсолютно. Молодец. Так и есть. Это программы, которые каждый должен из себя вытащить и понять. Я даю тебе с большой любовью и радостью, и я принимаю от тебя с большой благодарностью и радостью. И так идет обмен. Без самосогрызания, без ощущения того, что ты должен делать все бесплатно. Это неправильная программа. Как понять, что полученная информация в сеансе — это не фантазия, а истинное воспоминание души? Каждая душа проживает тысячи воплощений. Не 10, не 5, тысячи. Не только на Земле. И не только в образе человека. Все, что душа вспоминает, оно произошло. Потому что если этого воспоминания у тебя нету, ты никогда не придумаешь то, чего у тебя внутри нет. Я иногда проговаривала своим клиентам, что даже если ты видишь и не можешь принять то, что видишь, это не то главное. Это главное, какой посыл твоя душа приняла из этой истории.
какую программу ты проработал и что ты осознал через эту историю. Иногда история души прошлых реинкарнаций может быть как символ для того, чтобы вытащить то, что болит и что надо проработать. А какую историю ты проработаешь, это как фантик от конфеты. Он просто фантик. Самое главное, что внутри зашифровано каждой истории. Вот на это надо обращать внимание. Каждая история содержит символ того, чего нужно прорабатывать. Я правильно понял? Да, так оно и есть. Какую самую частую ошибку совершают гипнологи? Ошибок нет. Это опыт. Все, что происходит, имеет причину. Даже если тебе кажется, что это произошла какая-то не развязанная история, что-то недоделано до конца, это только открывает другой уровень. Прими это как возможность расширить то, что ты не познал. Нету правильно или неправильно. Когда ты идешь, тебе раскрывается столько, сколько душа клиента может принять на тот момент. Даже если тебе кажется, что ты можешь продвинуть немножко дальше, расширить что-то дальше, но душа клиента говорит: нет, остановись, этой информации достаточно. Ему надо привыкнуть к тому, что он услышал. Ему надо понять и принять то, что он осознал, и потом уже пойти и открывать что-то еще. Доверяй тем высшим силам, которые тебя ведут. Доверяй высшим силам клиента. Все происходит ровно столько, сколько позволено, для того, чтобы не навредить, для того, чтобы было самое большое благо для той души, которая чистится и раскрывается. Это правильно, что для каждого клиента, как я воспринимаю, есть своя методика, своя тактика, своя стратегия и инструменты для того, чтобы помочь ему А- осознать и Абсолютно получить правильно. исцеление. Абсолютно правильно. Ты уже заметил, что ты не можешь приготовиться к сеансу. Нет, Ты можешь сделать какие-то заметки, но каждый сеанс, он разный. Он уникален. идет так, да, он идет так, как запросила душа клиента. Тут как играть виртуозно на каком-то инструменте. Не из нот, а вот просто как душа твоя поет. И это самое Экспромтом. главное. Да, виртуозность, экспромтом. Ты идешь по ситуации. Если клиент повернул налево, ты с клиентом идешь налево. Если он прыгнул, ты прыгнешь с ним. Все идет по состоянию. Это не то, что ты записал весь сценарий и идешь по сценарию. Это не так. Это доверие к душе клиенту и доверие к своему высшей сути, которая ведет тебя в каждом сеансе.
а не знает, куда идти, на что обратить внимание и как помочь душе избавиться от одной или другой проблемы, как раскрыться и как сделать жизнь намного легче, светлее и расширить свое подсознание. Не закрываться, а раскрываться. Как работает мгновенное исцеление на энергетическом уровне во время сеанса? Как пример, если есть блокировка от интерферентов, которые закрывают главные чакры или делают какие-то намеренные блокировки на физике. Облегчение приходит сразу, как только ты убираешь проблему. Это как река течет, и она останавливается, если дерево переграждает э, ручеек, эту воду. Также и с энергиями человека. Ты только поднимаешь это дерево, освобождаешь дорогу, и река течет так же сильным потоком, как было прежде. Это может быть очень много разных проблем, как ты знаешь, и бытовая магия, и мысли человека, и родовые программы. И когда ты исцеляешь их на тонком плане, если проблема маленькая, она ощущается сразу. Если проблема очень большая, может понадобиться несколько недель или месяцев, но облегчение, оно сразу чувствуется. И я всегда улыбалась, когда я видела, как этот процесс идет и как человек меняется на моих глазах. И неважно, сколько раз это происходило в моей жизни, в моем опыте, я всегда улыбалась и говорила со своим ангелом: "Ну как это так работает? Я Это же знаю, чудо. что это да, это чудо. Я же знаю, что это работает", но я никогда не переставала благодарить и восхищаться той силой, когда видишь, что это работает. Для меня это всегда было чудо. Что является катализатором для принятия душой кармического исцеления? Если душа не готовая для исцеления, она никогда не придет к тебе. Если человек пришел, значит, надежда всегда есть. Значит, высшая суть этого человека знает, что не все потеряно. Есть всегда выход. Как только душа говорит: "Я хочу найти другую дорогу, я хочу выйти из этой ситуации", и начинает искать. Когда душа закрыта, когда определение души уже сделано, то есть душа уже уходит из воплощения, этот человек никогда не придет к тебе.
потому что уже решение принято. Душа готовится для того, чтобы выйти из этого воплощения. А если душа еще ищет, она заставит своего аватара идти искать. Будет показывать видео, будет показывать какие-то отрывки, будет показывать Подсказывать. книги, да, будет подсказывать и направлять для того, чтобы ну, ищи, вот посмотри, вот на это посмотри, на это посмотри. Еще не все потеряно. Когда душа готова, когда есть выбор у души, она всегда ищет, она всегда показывает. Когда выбора уже нету, когда выбор уже сделан, тогда человек просто тихо угасает. Очень часто родственники пытаются ему помочь. Да, облегчить страдания можно, но поменять нет, потому что сама душа уже решила, что опыт в этом воплощении она заканчивает. И никто не имеет никакого права на это повлиять каким-либо способом. А можно ли помочь кармические узлы, если душа просит, если она даже без аватара, для облегчения своей тяжести, которую носит? А тут, вот именно тут ты включаешь свое сердце. Ум, он тебе скажет, да, душа уходит, ты должен помочь. Но если твое сердце скажет, куда лезешь, не твое это, эта душа должна пройти этот опыт. Она должна страдать. Это ее опыт. Она ничего не сделала для того, чтобы ей было легче. Она должна пройти этот опыт. Вот тогда тебе лучше вообще не связываться. Неважно, какие просьбы будет от родственников или какие деньги будут предложены. Идет разговор, когда сама душа хочет и понимает, идет осознание этого процесса. Я опять повторяю, что слушай свое сердце. В таких моментах она самый лучший тебе отдает самый лучший ответ тебе. Я, я никогда не делала ничего такого, пока меня не просили. Потому что, помогая, мы меняем судьбу души. Если душа не пройдет этот опыт теперь, без осознания, без того, как поменять свою жизнь, свои взгляды. Жизнь иногда тяжело поменять, когда ты умираешь, но взгляды поменять всегда можно. Можно попросить прощения у тех, кого ты обидел, даже если их нету рядышком. Можно помириться с тем, с кем ты не разговаривал 30-40 лет. Можно это все сделать, но гордыня не позволяет. И помочь такой душе — это значит только ухудшит ее состояние. Это выбор души пройти этот опыт. Если на физике человеку нет осознания, неважно, как душа плачет и просит, помощи все равно не будет. Потому что разделение огромное идет. Да, Можно ли помогать тому человеку, который
у которого сознание хочет, а душа не позволяет, не дает согласия. А вот тогда ты применяешь свои способности. Тогда ты разговариваешь с душой и пытаешься ее переубедить. Ты пытаешься показать ей разные реинкарнации, находить реинкарнации, где душа потеряла свой свет, и разговаривать с душой там и тогда, когда она еще имеет свет в Более себе. осознанно. Да, когда она более осознанна. Когда такая ситуация, тогда помощь абсолютно стопроцентно может быть предоставлена. Как душа выбирает ту жизнь, которую нам наиболее важно увидеть? Каждая душа проходит свой опыт. Нету, что один размер подходит ко всем. Одни души более осознанные. Они сами выбирают, в какую семью они приходят. Это новое поколение, которое приходит уже с огромным потенциалом и открытым сердцем. Есть души, которые приходят как в тюрьму для того, чтобы проработать свой срок в тяжелых уроках, для того, чтобы осознать и понять. Нет одного определения, что правильно или что неправильно. Это как пойти в библиотеку и брать одну книгу и говорить, вот вся библиотека это про приключения Маугли. Жизнь очень распространенная. э, Она очень... Там много всего есть в жизни. Также и в душе. Каждая душа выбирает тот опыт, который ей нужен. Иногда она сама это выбирает, как иногда идет по контрактам из одного воплощения в другое и пытается понять, почему проходит тот же самый опыт, в той же самой, в этой реинкарнации проходят те же самые опыты один за другим, и это никогда не кончается. Как кармический договор проявляется в момент нашего рождения здесь и сейчас? Очень часто я замечала, что кармический договор записался, первый договор, когда душа первый раз приходила на земной план. А потом, когда она уже застревала здесь, эти контракты не только дополнялись и усложнялись. Я могу сказать, что это в большей степени ловушка, если смотреть с одной стороны. Но если, как всегда, смотреть с позитива, это самая лучшая школа для души, чтобы понять, принять и осознать возможности души через физическое тело. Душа выбирает пройти абсолютно весь опыт. Иногда мои клиенты говорили, как я могла выбрать такую жизнь.
У меня ни одного светлого дня не было. Меня ломали, меня обижали, насиловали. Как я сама могла это выбрать? А вот так. Вот такой опыт душа захотела пройти. Потому что там, откуда она приходит, там такого опыта нету. А для того, чтобы твоя душа расширялась, тебе нужен абсолютно каждый опыт. Самый светлый, самый высокий и самый темный, самый тяжелый. Весь спектр. Весь спектр. И когда мы живем светлую и хорошую жизнь, мы не говорим: «Ой, Творец, за что ты меня так любишь?» Мы просто это принимаем. Но когда мы проходим тяжелый опыт, мы говорим: «За что? За что?» Но из каждого опыта можно выйти. Когда ты осознаешь, что ты сам можешь менять свою реальность, меняя то, что записано в тебе, все программы, все намерения, которые уже в тебе заложены для того, чтобы пройти плохой опыт. Как ты только все вытаскиваешь, перепрограммируешь, твоя реальность тоже меняется. И это чудо, которое никогда не переставало меня удивлять. Что происходит с душой в периоде между воплощением? Куда мы возвращаемся? Хоть я знаю, но этот вопрос, я хочу, чтобы ты на него ответила для наших зрителей. Вот это опять. Каждая душа проходит свой опыт в зависимости от своих вибраций, от той жизни, которую она прошла, то, тот опыт, который она набрала, и с какими эмоциями она вышла из этой прошлой жизни. Если ты набрал света, если ты набрал много позитива, легкости, ты выскакиваешь из сетей Земли, вот этой матричной. Ты поднимаешься в высшее пространство, где ты можешь сам выбирать, что ты хочешь делать, кем ты хочешь быть. Ты хочешь помогать Земле или переходить в другие пространства? Ты хочешь отдыхать или ты хочешь работать? У тебя открываются все возможности тонкого плана. Но если ты выходишь из этой жизни, из этого воплощения с тяжестью, с обидой, с горечью, с проклятиями, проклиная кого-то, это как камни, тяжелые гири не позволяют тебе подняться. И ты остаешься в плане Земли, в астрале, вместе с этими темными сущностями, которыми иногда ты можешь видеть во сне как кошмары. И это может продлеваться довольно долго, до тех пор, пока ты не получишь возможность из этого астрала переплотиться в другую плоть, перейти как ребенок. Но из этого состояния ты будешь чаще всего получать тело больного, несчастливого ребенка, который будет расти и проходить тяжелую жизнь. То есть у тебя возможностей очень мало. И отдыха мало. Ты можешь переплатиться очень быстро. Из темноты в темноту быстро. Из света ты уже выбираешь. Это уже твой опыт.
Как душа понимает, что урок этой жизни пройден? Когда ты раскрываешь свою внутреннюю силу, когда ты соединяешься со своими учителями и высшим Я, высшей сутью, когда ты начинаешь видеть всю сцену этого театра, когда ты можешь свободно ходить по залу и не ввязываться в те драмы, которые происходят на сцене. Ты просто наблюдатель. Ты знаешь, что ты здесь только наблюдатель. Ты можешь поиграть в какую-то игру, но ты можешь сесть и просмотреть со стороны, не ввязываться в эти конфликты, ненависть, осуждение. Ты знаешь, ты выше. Ты чувствуешь, что ты выше всего этого. Для нас это легко, потому что когда мы выходим в тонкий план, мы знаем, как там хорошо, и мы понимаем нашу силу. И эта сила очень мне помогла. Помогла быть тем, кем я есть здесь и сейчас. Я учитель, я светлый проводник, я встречаю души, которые переплощаются, выходят из тела. Я одна из тех, которые их встречает, потому что меня знают и мне доверяют. И я показываю им свет. Так же, как я показывала свет, пока я была в теле, я то же самое делаю. Я помогаю душу подняться и показать, куда можно направиться и как можно расширять свой свет и свою любовь. Как далеко можно полететь, когда в тебе есть свет и когда в тебе есть любовь. Как душам познать истинный свет, а не ложный, на тонком плане? Сперва надо познать свет внутри себя, почувствовать этот свет, подружиться с этим светом. Когда оно становится твоей истинной сутью, тогда ты начинаешь открывать двери в другие тела, другие пространства, другие мира. Твой внутренний свет, он открывает все двери. Если твой внутренний свет не зажегся, никакие практики, никакие гипнологи не помогут тебе открыть двери в свет. Все начинается изнутри, все начинается с тебя самого. Да. Для чего душам необходимо переживать опыт двойственности? Добро, зло, боль, радость. Ты можешь говорить, это дуальность. Темно, светло, плохо, хорошо. Или ты можешь говорить, это полярность. Это как магнит, который друг без друга не может. Плюс без минуса не может. Если убрать минус, оставить только плюс, магнит не будет работать. Так же, как оставить минус без плюса, он тоже не будет работать. Должен быть баланс. Дуальность она разделяет. Полярность она соединяет. Кажется то же самое, но вот настолько разное. Когда каждая ситуация, которая происходит
твоей жизни. Ты принимаешь как возможность и урок твоей души, как подарок. Очень часто, очень часто высшие сути, которые находятся наверху, проговаривает нам, что они завидуют, что в человеческом теле ты можешь пройти весь спектрум разных ощущений. Одну минуту ты можешь любить до беспамятства, а в другой момент ты хочешь кого-то убить. И это вот эти эмоции, их нельзя прожить там наверху, потому что их просто нету. А они несут очень большие вибрации, очень большое открытие, и душа растет. Если есть только свет, душа не может развиваться. Если есть только тьма, душа не может развиваться. Для того, чтобы идти, нужно и светлое, и темное. Нужен и день, и ночь. Днем ты идешь, ночью ты отдыхаешь. Нужно радоваться и смеяться, потому что если ты радуешься все время, ты не осознаешь, как тебе хорошо. Только после того, как тебе бывает плохо, ты осознаешь, как хорошо, когда есть свет, когда есть радость. Если у тебя никогда не болеет голова, ты не знаешь, как хорошо ты живешь. И только тогда, когда голова заболела, ты знаешь, как хорошо, когда она не болеет. У тебя есть С чем, осознание, с чем сравнивать? у тебя есть с чем сравнивать. И ты можешь говорить, темнота это плохо, а свет хорошо. А когда ты осознаешь, что самое главное найти гармонию между этим светом и темнотой. Даже когда ты думаешь, что надо всех любить, залюбливать, да? Надо всем быть хорошим. А иногда ты осознаешь, что вот твоя доброта — это твоя слабость в глазах других, и ты должен включить злость и даже агрессию для того, чтобы защитить себя и свое пространство. Это же неплохо. Ты защитил себя. Вот тебе и нужна эмоция злости, эмоция раздражения для того, чтобы защищаться. Так что Нужен весь спектр, это все оттенки этого спектра из крайности, двух крайностей, да? когда ты вот стоишь на мостике, тебе самое главное не упасть ни налево, ни направо, ни на свет, ни на темноту. Самое главное идти по мостику, чтобы лавирировать и быть, быть хозяином. Потому что когда слишком хорошо или слишком плохо, тогда уже ты не управляешь. Когда ты идешь посерединке и берешь немножко отлева, немножко отправа, тогда ты хозяин своей жизни. И ты выбираешь, когда я хочу быть хорошим, а когда я хочу быть плохим. И это не значит, что я хороший или плохой. Просто я выбираю и живу так, как мне хочется. Я сам творец своей жизни, я сам творец своей реальности. И это не хорошо, не плохо. Это просто есть. Долорес, что является самым большим препятствием для принятия регрессии наукой?
они уже принимают. Они осознают, даже наука осознает, что очень много всего они не могут объяснить. И тогда они обращаются к регрессиям или гипнозам. Это, это не так, что наука не принимает. Они открывают двери, и они уже понимают. Даже психоаналитики, даже психологи, они используют гипноз. Они пытаются пройти подсознание для того, чтобы вытащить какие-то болезненные моменты из жизни человека, которые заблокированные или закрытые в каком-то пространстве подсознания. А это в каком-то смысле тоже экзогипноз. Это то же самое, только тот же самый суп, который кушает другой ложкой. Каждый своей ложкой открывает это пространство. Что приносило тебе наибольшую радость в твоей работе с тысячами душ? Каждая душа, которая приходила ко мне, это была Вселенная. Каждая душа, каждая разная Вселенная. И мне была такая радость прочувствовать и познать этой Вселенной. Я наслаждалась, я принимала, я радовалась и грустила с ними. А если я могла им помочь, это было самое большое награждение, это была самая большая радость. Понимать, что Творец дал мне эту силу и возможность быть первоначальником того большого пути, той большой дороги, по которой столько людей идет на данный момент. Я смотрю за вами всеми, я улыбаюсь и радуюсь, что то, что я делала, оно расширяется и становится большим потоком. Я была как маленький ручеек, а теперь идет как большое цунами, как большая волна, как большая очищающая волна. И это радует. Я понимаю, что я осознаю и благодарю, что моя жизнь не прошла просто так, что моя жизнь поменяла пространство, моя жизнь сделала жизнь, моя жизнь сделала пространство светлее и добрее. С какими, с каким вызовом ты столкнулась сама и как ты его преодолела? Ну, как и все изначально, надо мной смеялись, издевались, пальцами показывали, говорили, что я с ума сошла. Но я на это очень скоро перестала обращать внимание. И потом те же самые люди, которые надо мной смеялись и критиковали меня, они приходили ко мне и просили помочь. И я им помогала, потому что это был их опыт. Они помогали мне закалять в свою мою душу. После этих всех испытаний я перестала вообще обращать внимание на то, на любую критику, которая шла в мою сторону. Я даже их не слышала, я их просто любила. Долорес, можешь ли ты дать оценку моей личной работе
в этой сфере? По какой скале ты хочешь получить оценку? Да 100 просто баллов или 10? какой ты считаешь, можно словом сказать, без шкалы. Или просто сказать, хорошей ли я дорогой иду. А сердце твое что тебе говорит? Оно меня ведет. Вот и слушай свое сердце. Отключай ум. Не пытайся искать каких-то определений. Не пытайся искать оценок. Просто иди делай то, что тебе нравится. Если кому-то захочется тебя критиковать, неважно, что ты будешь делать и как ты будешь делать, они все равно это будут делать. Тот, кто тебя понимает, кто тебя любит, даже если ты сделаешь ошибку, они это простят и будет все равно говорить, что ты молодец. И это не делает тебя ни хуже, ни лучше. Иди по зову своего сердца. Доверяй своей сути, доверяй своим высшим наставникам, доверяй душе своей, так как она выбрала тебе этот опыт. И просто иди, проживай и наслаждайся. Будет трудно, ты с этими проблемами справишься. Будет хорошо и легко, благодари всех за помощь и поддержку. И иди дальше. Путь осилит Идущий. ходящий, идущий. И это самое главное. Это не то, та цель, к которой ты подошел, это сама дорога, по которой ты идешь. Это твоя цель. Дорога, а не конечный результат. Конечный результат будет тогда, когда ты оставишь это воплощение. А пока ты идешь, значит, ты идешь туда, куда ведет твоя душа. А это самое главное. Отключай ум и включай свое сердце. Включи свой свет и включи свою любовь. И иди, не оглядываясь. Ни налево, ни направо, ни назад, только вперед. Потому что дорога твоя– это только твоя, и никто за тебя ее не пройдет. И как ты пройдешь, так ты и будешь подниматься. Долорес, я благодарен тебе за все те ответы, которые ты мне дала, и не только мне, всем нам, которые будут слушать твои слова, которые чтят твой метод и используют. Всех благ, развития тебе. И еще раз благодарю, потому что это твои слова, это настолько важно для нас, что Она, трудно переоценивать. она сложила две руки, прижала к груди, поклонила голову и сказала: «Я благодарю тебя за то, что ты позвал меня. Я благодарю за эту любовь и энергию, которую ты мне подарил. Я принимаю ее с любовью, радостью и благодарностью. И я посылаю тебе много света, много любви и радости обратно.
это и есть энергообмен. Благодарю тебя. Даже там есть энергообмен. Я благодарю, и я посылаю любовь всем, которые нас слушают. Я вас всех очень люблю. Мы тебя тоже любим. Есть за что. На счете 3 отключись. Джуля, 1, 2, 3. О, она такая классная. Джуля, Ой, на счете 3 отключаемся от всех информационных потоков, к которым мы были подключены. 1, 2, 3. Повышаем на счете 3 наши уровни энергии и вибрации до максимального значения. 1, 2, 3. Сейчас я начну выводить тебя из этого состояния. Твое сознание и тело мягко вернутся в бодрое состояние, сохраняя ощущение комфорта и легкости. Я буду считать от 5 до 1, и с каждым счетом ты будешь чувствовать, как твое сознание становится все более ясным, а тело легким и наполненной энергией. 5. Ты начинаешь постепенно возвращаться в здесь и сейчас. 4. Твое дыхание становится глубже, мысли четкими. 3. Ты чувствуешь легкость и бодрость во всем теле. 2. Ты почти полностью здесь, ощущаешь приятную свежесть в сознании. 1. Полностью пробуждаешься, чувствуешь себя прекрасно, бодро и комфортно. Когда ты откроешь глаза, ты будешь чувствовать себя отдохнувшей, спокойной и наполненной сил. Сейчас сделай глубокий вдох и на выдохе открой глаза, полностью вернувшись в бодрое состояние. Джуля, как твои ощущения? мне так хорошо, мне улыбаюсь, мне так светло и так легко. Хорошо. Такое ощущение, что я вот обняла какое-то вот светлое такое, теплое, и пролежала у нее на груди. Дорогие исследователи бессознательного, мы достигли конца этого необыкновенного путешествия сквозь слои времени и скрытой памяти. Мы от всего сердца благодарим вас за ваше присутствие и реакцию на удивительную информацию, открывшуюся сегодня. Каждый комментарий, лайк и репост помогает нам продвигать наши исследования. Искренне благодарна Джулии, чей талант и открытость сделали этот увлекательный опыт возможным. Если вас заинтриговало увиденное, не забудьте подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующие сеансы. До следующей встречи оставайтесь любознательным и открытыми к тайнам, которые может раскрыть наш разум. Желаю вам мира и внутренних открытий. До свидания. Всего хорошего.